Это история собаки, которая жила в Якутии. Ее зовут Рута. Рута Маламут и ее вера в людей кажется невероятной, ведь именно из-за них она и потеряла свои ноги. У Руты был хозяин, он работал на вахте. Когда он уезжал на смену, просил присмотреть за своим другом соседей. Никто не боялся этого милого пушистика, ведь известно, что Маламут даже вора расцелует. И если Маламут агрессивен, значит это генетический брак. Когда хозяина не было дома, кто-то решил украсть Маламута. Поймали, связали лапы, тащили за хвост. Может, хотели съесть, может, продать. Однако дело не закончили. Нет, собаку не отпустили, просто бросили замерзать возле трассы. Холодно, люди проезжают здесь очень редко, а она была одинока, связана и брошена на дороге. Рута так и не поняла, что произошло, куда делись эти странные люди. Нашли Руту, когда ее конечности были уже обморожены, хвост поврежден. Волонтеры привезли малыша в клинику, которая расположена в городе Новосибирск. Было очень много советов усыпить собаку и не мучить ее. Но ветеринары решили дать ей шанс и сохранить жизнь. Пришлось купировать хвост, на ногах была гангрена. Собаке пришлось ампутировать передние и задние лапы. Теперь предстояло научить собаку заново ходить. Делали массажи, растяжки. Эта борьба для собаки была мучительной. А вы представляете, для ездовой собаки бег – это смысл жизни. У нее начали гаснуть глаза. Врачи помогали ей ходить в туалет, приносили катетер. Но природа сыграла свою роль. Не может пес ходить в уборную там, где спит. Рута пыталась найти в себе силы, чтобы отползти в угол. Первая прогулка Руты состоялась в марте. Собаку вывезли на каталке, и тут случилось невозможное. Рута радовалась, как щенок. Она соскочила с коляски и пыталась играть. Конечно, Руте было сложно вставать на остатки лап, поэтому она медленно ползала. Каждый шаг давался через боль. Руте шили сапожки, покупали детские колготки, напихивали туда мех, чтобы ослабить боль. Спустя некоторое время она начала передвигаться самостоятельно. Рута до сих пор живет в клинике. Каждый сотрудник для нее как родной, но Рута выбрала для себя маму, Кристину. Каждое утро девушки начинается с посещения Руты. Она ее и моет, и обработки проводит. Конечно, когда Руту увидели в первый раз, хотелось плакать. Это потрясающая собака, которая нашла в себе силы жить дальше и верить людям. Ее портрет висит на доске почета. Питомец как пушистый психолог для людей. Они ей все рассказывают, а она смотрит в глаза так, будто понимает каждое слово и поддерживает людей. Стоит только погладить Маламута, как любая проблема уже не кажется проблемой. Маламут всем своим видом говорит: «Посмотри на меня, ты справишься, твои проблемы – ерунда. Посмотри на меня, я живу и радуюсь».